JavaScript – это один из тех языков, который не нуждается в представлении. Но некоторые нюансы все же надо пояснить. На кого рассчитан данный курс? Если это является первым вашим языком программирования, а вы смотрели другие обучающие видео на YouTube, и там не объяснили смысл слов литералы, переменные, условия, а сразу демонстрировали себя как альфа-программера, не лыком шитого, и обучение больше было похоже на передачу «Шоу талантов», добро пожаловать на передачу «Шоу талантов», и я ее ведущий альфа-программер. Здесь такого не будет. Конечно же, вы должны знать таблицу умножения, уметь набирать текст на клавиатуре, то есть достаточно быть хорошим пользователем компьютера. Если вам что-то не будет понятно, мой совет – расслабьтесь и не пытайтесь понять абсолютно все прямо сейчас. Надо радоваться, не нужно напрягаться. Есть важный нюанс в обучении чему-либо. Даже если вы прочитаете сотни книг по программированию, это не делает вас автоматически программистом. Зачастую теоретики являются около нулевыми практиками. Поэтому именно в изучении языка программирования нужна и важна практика. Никто, кроме вас самих, не сделает вас программистом. Изучение языка программирования сродни изучению обычного языка, который мы используем для общения. Для большинства программистов, разрабатывающих сайты, высшая математика не нужна. Достаточно, чтобы у вас были общие знания. Для остальных же есть отдельная область программирования. Я приведу вам пример, который сам прочитал в одной из книг. Это не была книга по программированию, а рассказ одного человека, как он смог освоить английский язык. В 80-х, когда были хиппи, он покинул Венгрию, страну, в которой родился, и попал в Австралию. Английский он практически не знал и пошел на курсы по изучению языка. Там он встретил женщину, которая уже 30 лет ходила на эти курсы и так и не научилась на нем говорить. Let me speak from my heart in English, both for my country and for FIFA. Все мы учим иностранные языки со школы, а сколько человек свободно им владеет? Чтобы чему-то научиться, надо постоянно практиковать. Так поступил и венгр. После работы он по 3 часа уделял изучению языка, и через 3 месяца он уже смог общаться и понимать беглую речь. Конечно, за 3 месяца он не стал владеть языком на уровне носителя, но благодаря ежедневному труду он достиг большего, чем женщина, изучавшая его 30 лет. Если среди вас есть тот, кто довольно хорошо играет в футбол, я хочу спросить вас, ваш первый удар и десятитысячный чем отличаются? Опытом и постоянной практикой. Чем больше вы играли в футбол, тем точнее и искуснее вы обращались с мячом. Конечно, бить по мячу интереснее, чем часами сидеть за теорией и практиковаться. Но задайте себе очень важный вопрос. Как близки вы были к успеху, когда бросили то, что начали? Это отличает людей, добившихся успеха, от тех, у кого ничего не получилось. Конечно же, проще всегда сказать «я не могу», «это не мое» и все в этом стиле. Играя в игры, вы оттачиваете свои умения годами. И ваш уровень растет. Почему вы решили, что в жизни все иначе? И последняя важная часть – поощряйте себя. Потому что если вы этого делать не будете, рано или поздно вас нагонит печалька. Чтобы этого не случилось, отмечайте свой успех и вознаграждайте себя. Прелесть и даже простота в изучении JS является в том, что для начала программирования с использованием языка вам нужен только браузер и редактор кода. Да, вам не послышалось с использованием языка. У многих другое впечатление, что думают, надо программировать на языке. Это неправильно. Итак, касаемо редактора есть выражение, что хороший разработчик – это ленивый разработчик. Да, конечно, можно писать код в блокноте, но я бы не назвал этого человека специалистом. В современном мире нужно не только писать хороший код, но и делать это максимально быстро. А в этом нам поможет подсветка синтаксиса, автоматическое закрытие скобок, проверка ошибок и так далее. Так что показ в стиле «я пишу в блокноте» скорее демонстрация обратного. Таким специалистам советую отказаться от контроля версий, менеджеров пакета, тестирования и так далее. Для работы выбирайте комфортный для вас редактор и браузер. Что же на текущий момент может JavaScript? Сейчас практически все. Он становится в каждой бочке затычка. JavaScript может выполняться не только в браузере, а где угодно. Нужна лишь специальная программа интерпретатор.
Это такая утилитка, которая преобразует ваш гениальный код в машинный язык, недоступный простым человеком. Если вы используете редактор от Microsoft и ему подобные, то он написан на данном языке. Отчасти в этом проблема их прожорливости. Не в самом языке проблема, а в технологии. То есть вы можете использовать данный язык для создания сайтов, настольных и мобильных приложений, и даже писать код для микроконтроллеров, например, Arduino и так далее. А благодаря тому, что появился Node.js, у нас появилась возможность его использовать в бэкэнде, то есть на серверной стороне. В нашем же браузере, который мы привыкли использовать, встроен движок, который интерпретирует программу в машинный код. На примере Chrome это V8. И если вы думаете, что данный язык как-то связан с Java, то нет. Он был назван в большей степени для маркетинга и продвижения данного языка. Создатели на тот момент решили хайпануть немножечко. Стоит также поговорить совсем немного о стандартах. Как будущим разработчикам вам нужно это знать. Возможно, вы уже слышали и встречали такие сочетания букв и цифр ES5, ES6 и так далее. Это является всего лишь стандартами. То есть в язык добавляются новые фичи, но сам он остается тем же. Как версия Android у вас в телефоне. Какие функции он поддерживает, а какие нет. Допустим, если взять стандарт ES5. Полная расшифровка пишется вот так. ECMAScript 2009. Выпущен в декабре 2009 года. Его более поздняя версия ES5.1 2011 года. Это как пластиковая карта, с которой вы ходите по магазинам. Почти на все 100% у вас есть уверенность, что на кассе вы сможете ею воспользоваться для оплаты. А что касается ES6, ECMAScript 2015, то это уже более свежий стандарт. Не совсем свежий, конечно. Это как, допустим, оплата с помощью NFC. То есть, приложив телефон к терминалу, вы можете оплатить товар. Здесь, конечно же, еще погрешность довольно-таки велика, и вероятность, что вы не сможете оплатить товар, все-таки есть. То есть, используя для написания программ определенные стандарты, вы должны быть уверены, что программы-интерпретаторы, встроенные в Chrome или еще куда-либо, должны их поддерживать. Например, устаревшие браузеры могут не понять объявление переменной. Здесь используется старый стандарт, понятный, можно сказать, почти 100% браузерам и другим средам. А новый вид уже могут воспринять не все, и код ваш может оказаться неработоспособен. По мере вашего развития в изучении данного языка вы освоите такие замечательные инструменты, которые позволяют вам писать программы на новом стандарте, а преобразовываться они будут в более старый стандарт, понятный всем. Почему нужно осваивать новые стандарты? Во-первых, зачастую они упрощают жизнь и делают проще то, что делалось по-старому. Телефон у вас какого года? Не конца 20 века? Любите Bluetooth? Да кто ж его не любит? С ним все становится лучше. А ведь этот стандарт также развивается и улучшается. Если вы останетесь на месте, не ждите спроса на свои услуги. Двигайтесь в ногу со временем. Ссылочки на стандарты и нововведения будут в описании. Есть, кстати, и более свеженькие стандартики. Я думаю, вы последуете моему совету и потихоньку начнете их изучать. Надеюсь, теперь вы не думаете, что ECMAScript это то, что отличается от JavaScript. Это стандарт для языка JS, которого должны придерживаться создатели интерпретаторов и такие разработчики, как мы. Синтаксис JavaScript может быть не всем по душе, поэтому появилось много языков, которые добавляют различные возможности поверх JavaScript. Они при помощи специальных трансляторов превращаются в обычный JavaScript код. Если кто-то из вас встречался с такими названиями, как TypeScript от Microsoft или CoffeeScript, LiveScript и так далее, проще для вашего понимания, это не совсем отдельные языки программирования. Это некое надмножество JavaScript. Они просто помогают кому-то легче писать в итоге тот же JavaScript. В общем, для начала рекомендую вам изучить JavaScript, а потом вы сможете двигаться дальше и выбрать тот способ написания приложений, который удобен лично вам. Перед тем, как начать изучение, рекомендация для вас. Возьмите себе за правило. Это касается не только моих видеоуроков. Всегда читайте описание под выпусками. Возможно, там будет важная информация или решение вашей проблемы. Также прочитайте хотя бы первые 10 комментариев под видео. Бывают, конечно, некоторые комментарии в начале бессмысленные, в стиле «я первый» и все остальное, но в ответе на них или следующие за ними могут быть полезны вам. Общую концепцию рассмотрели. Давайте знакомиться с языком программирования. Откройте редактор кода. Создайте обычный HTML-документ, который включает тег HTML, head и body.
Если у кого-то есть с этим проблемы, посмотрите видео на канале по HTML. Чтобы браузер знал, где обычные теги, а где программный код, написанный на языке JavaScript, вы должны ему в этом помочь. Для этого служит тег script. Прошу за мой французский. Вы можете встретить объявление кода с дополнительным атрибутом, в котором указан MIME тип, то есть какой язык внутри тега будет использоваться. Этот атрибут не является обязательным. JavaScript настолько сроднился с браузерами, что по умолчанию все, что объявлено в данном теге, или по-другому его называют еще дескриптором, будет восприниматься как JavaScript. А если же вы пишете на другом языке, отличным от JavaScript, вы обязаны указать это в данном атрибуте. Посмотрите, сколько есть вариантов, если писать на другом синтаксисе или коде. Кто не знает, что такое MIME type, это спецификация для передачи по сети файлов различного типа – изображений, музыки, текстов и так далее. Часто используется, когда вы загружаете файл с сайта на свой компьютер или при передаче прикрепленного файла в электронном сообщении. Для примера, популярный видеоформат MP4 выглядит вот так, а звуковой файл MP3 – так. Ссылка на различные MIME-типы будет в описании. Но не об этом речь. Вернемся. Указав открывающийся и закрывающийся тег, мы можем писать код внутри этого тега. Ограничений, где вы можете расположить данный тег с кодом, по сути нет. Вы можете расположить его в заголовке, в любом месте внутри тега body, да хоть в строке с таблицей. Или же в конце документа HTML. Давайте возьмем для примера сайт со справочником по HTML. Посмотрим его исходный код. Смотрите, код объявлен в теге head. Обратите внимание, что код не написан внутри тега. Он подключается как внешний файл. Это еще одно правило хорошего тона. Если же прокрутить страницу до конца, то мы снова увидим подключаемый внешний код. Бывает же, код не подключают и пишут внутри тега. В данном случае это не является некорректно. Давайте еще откроем всем известный сайт. Посмотрим аналогичный исходный код. Есть код внутри тега. И внешние подключаемые. В конце же аналогично есть внутри и внешние. Принято код располагать в теге head или в конце перед закрывающимся тегом body. От места расположения есть прямая зависимость. Работаете ли вы в этом коде с тегами, или по-другому сказать, деревом элементов на странице. Если вы располагаете код в теге head и в коде не указали, что нужно подождать, пока все дерево элементов загрузится, то есть всю нашу структуру из тегов, вот эти самые элементы, вы не сможете обратиться к тегам ниже вашего скрипта. Если располагаете код в самом низу, то обращение к HTML-элементам не должно вызывать проблем. Сейчас я просто покажу, не надо пытаться понять код. Я продемонстрирую вам проблему, с которой вы можете столкнуться. Создаю обычный тег с уникальным идентификатором, ID-элементом. Располагаю код выше данного элемента. Обращаюсь к глобальному объекту, через который я найду наш HTML-элемент на странице, по атрибуту ID, уникальному идентификатору. Присвою результат переменной и выведу в консоль. Открываем наш HTML-файл в браузере. Открываем консоль. Обновляем и видим, что значение пустое. А теперь я опускаю данный код ниже тега, который ищем. Сохраняю и обновляю. В консоли появилось содержимое переменной. Видите, насколько важно положение скрипта? Как обойти ограничения, которые не позволяют получить теги вне зависимости от положения кода, мы познакомимся чуть-чуть попозже. Будем с вами располагать код перед закрывающимся тегом body. Создадим рядом с HTML-документом новый файл.
Название пишите любое, главное на английском языке. Я, к примеру, назову app.js, app.js. Расширение обязательно должно иметь данный вид. Это имя расширения файлов, содержащих JavaScript код. Если у кого-то расширение файлов не отображается, на примере Windows 10 эту возможность можно включить на вкладке «Вид» и расширение файлов. Для других версий операционных систем поищите в Google. Программист должен уметь искать информацию. Так как файл находится в одной директории с HTML-документом, будем использовать относительный путь. У данного тега или дескриптора есть атрибут, в котором мы указываем, откуда подключать внешний файл с кодом. Он похож на атрибут для картинки. Наш файл с кодом никуда не вложен, поэтому просто пишем наименование файла. Все, внешний файл с кодом подключен. Чтобы в этом убедиться, что все работает, вызовем в нем всплывающее окно. Об этом всем поговорим попозже, сейчас только проверка. Пишем имя функции и передаем ей текст. Открываем HTML-документ в браузере. Вы можете просто перетащить его в окно браузера или использовать меню файла, открыть с помощью и выберите свой браузер. Нужно открывать HTML-документ, а не наш файл с кодом. Отлично, окно с нашим текстом всплыло. Значит, файл подключен правильно. Если бы были проблемы, мы бы увидели ошибку в консоли браузера. Давайте, допустим, я допущу ошибку в пути. А вот и проблема с нахождением файла. Проблемы в пути также можно увидеть на вкладке с сетью. Если навести на файл, можно увидеть, по какому пути он его пытается подключить. Если в пути есть русские буквы, символы кириллицы, то он их конвертирует. Консоль – это ваш верный помощник. В процессе работы вы будете очень часто с ней работать. Практически во всех браузерах ее можно открыть с помощью клавиши F12. Вы можете поменять ее положение и даже вывести в отдельное окно. Когда наберетесь опыта, у вас появится еще много утилит и помощников. Если кто-то пока испытывает проблемы с подключением скрипта из внешнего файла, просто пишите код внутри тега. И поначалу не придавайте этому значению слишком много. Сейчас я перенесу код из внешнего файла и сделаем то же самое. Та же функция и тот же текст. Сохраняем, смотрим. Видите, результат абсолютно тот же самый. Так что, когда я буду писать во внешнем файле, пишите здесь. Мы, конечно, могли бы все писать в HTML-файле, но в разделении есть определенные преимущества. Готовы? Тогда двигаемся дальше. Не забывайте каждый раз перед проверкой в браузере сохранять ваш файл. Буква К. Комментарий. Обратимся к важной части любого программирования. При написании кода, в том числе JavaScript, есть синтаксис для комментариев в коде. Комментарии полностью игнорируются интерпретаторами JavaScript. Они предназначены только для нас и тех людей, кто читает наш код. Возможно, ваш код даже читает альфа-программер. Есть два мнения. Одни говорят, что хороший код не нуждается в комментариях, а есть те, кто считает, что комментарии обязательны. Есть неоспоримый факт, что в процессе написания кода вы часто будете их использовать, чтобы отключить некоторый функционал для проверки кода. В JavaScript есть два вида комментариев. Строчный, его еще называют встраиваемый. Это, кстати, не просто название, он может начинаться с любого места в коде. И многострочный, также используется название блоковый. Строчный начинается с двух косых черт и распространяется на всю строку. То есть дальше вы можете писать что угодно. Единственное, нельзя переносить писанину на следующую строку. Многострочный же используется, чтобы закомментировать большой блок с несколькими строками. Допустим, у нас есть несколько строк кода, и мы хотим его отключить. Вначале объявляем косую черту и символ звездочка без пробелов. Мы с вами обязаны блочный комментарий закрывать. Для этого используется звездочка, а затем та же косая черта. Все, что внутри комментариев, имеет смысл только для нас с вами. Здесь можно использовать русский язык, любые кракозябры. Это не вызовет ошибку в работе кода. И все, что вне комментариев, уже обрабатывается интерпретатором, встроенный, например, в браузер.
И где-то он может вас простить за ошибку, пожурить, а где-то строго накажет. Комментарии также используются для указания автора и типа лицензии. Можете вы использовать его код или нет. Плюсы редактора кода в том, что мы для комментирования части кода можем использовать горячие клавиши. Это сочетание точно работает в Atom и Sublime. Выделяете часть текста или кода, который хотите закомментировать, и нажимаете сочетание клавиш. Ctrl плюс косая черта, та, что находится рядом с правой клавишей Shift. При этом без разницы правую или левую клавишу Ctrl вы используете. Для того, чтобы раскомментировать, используйте тоже сочетание клавиш. Итак, развивайтесь, учитесь, не бойтесь допускать ошибок, задавайте правильные вопросы. Ну и, конечно же, не забывайте оставить свой комментарий и реакцию под видео. Также не забывайте подписаться на этот канал и мой второй по ссылке в описании. Увидимся в будущем.